У нас есть женщина такая, которая приехала ко мне, говорит: Андрей Андреевич, надо срочно поговорить. Я говорю: а что такое? Андрей Андреевич, вы представляете, тут сзади меня женщины такие, они подключаются к моей первой чакре и высасывают оттуда энергию. Я говорю ей: первая чакра — это там, где находится сфинктер заднего прохода. То есть они, как вы думаете, я что знаю, как они подключаются? Ну, наверное, высасывают же как-то энергию мне из первой чакры. Я говорю: ужас какой, из первой чакры и энергию высасывают, да. Ну тогда они не правы. Почему? Зря они это делают. Зря. Если бы я высасывал из какой-нибудь чакры, ну, наверное, бы из шестой хоть поумнел бы немножко. А из первой, наверное, не нужно. Она говорит: ну а может они из шестой, я просто чувствую, как из первой. Нет? Все-таки из первой высасывает. После этого я уже задолбалась. У нас была женщина, которая кричала: люди, хватит дышать, вы воняете, вы все воняете. Вы помните ее? Откройте окно, на улице холодина, это Крым, осень уже, знаете, холодно было. Я говорю: да что же ей там воняет? Я говорю: ну, я не знаю, ну, откройте окно. Открыли окно, но я не знаю, не дышите, ты вонючая, что ты на меня дышишь? А потом встает, вы представляете, поворачивается ко мне, а у нее сзади штаны в какашках. Она, видимо, садилась там нечаянно как-то и не очень хорошо снялась. И когда на унитаз ходила, то чуть-чуть попала, знаете, или смывала и там забросила как-то. И она ходит, ей все воняет аж сознание. Ира, ты была тогда? Я ей тогда говорю, знаете что, если от человека воняет, то скорее всего ему воняет от себя. Это, знаете, прямо правило жизни. Если тебе очень сильно воняет вокруг тебя, начни нюхать себя. Потому что так сильно нюхать от кого-то, это очень сильно надо вонять. А так у себя унюхать можно, знаете. Помните, да, Сурая такой? После этого сзади, я ей не сказал, я говорю: вам нужно пойти чуть-чуть переодеться. А после этого девочка у нас сидела сзади, говорит: у вас сзади очень сильно выпачкана, очень сильно одежда выпачкана фекалиями, вы должны пойти переодеться. И после этого она пошла переоделась. Помнишь, как она кричала: вы меня задолбали? Вот она заходит, так встала и говорит: вы меня задолбали, что вы такие вонючие все? Фу, воняет, фу, не дыши, у тебя со рта воняет, откройте окно, я уже не могу, сидела так. Ну, отсос из первой чакры, это, конечно, потрясающе. Поэтому могу вам сказать, здесь из вашей первой чакры никто отсасывать не сможет. Почему? Подавиться можно. Там же так много энергии, знаете. Все. А если прорвет, это же захлебнуться можно. Вообще моя жизнь среди магов, она всегда очень удивительная, знаете. Такие маги приходят, такой забегает человек, говорит: так, я знаю, я тебе нужен больше, чем ты мне, и убежал. Почему ты мне нужен? Кто ты вообще такой? Человек в манто и в кожаном пальто, знаете. И после этого: дай мне свой телефон. На ты причем? Я говорю: хорошо, раз я вам нужен, нате телефон. Думаю, надо, наверное, ему психиатрическая помощь. После этого он мне звонит: ага, я говорю: что такое? Понял, ты скоро умрешь. Я говорю: да, супер, отличный ход. Если я тебе не помогу, значит, у тебя там рядом с тобой люди, и они, значит, одна тебе магию делает, другая магию делает, и у тебя сейчас будет онкология предстательной, потом поджелудочной железы, онкология почек будет, и ты умрешь за полгода. Я говорю: как тебя зовут? Коля. Я говорю: ну и дурак ты, Коля. Я говорю: знаешь, Коля, больше мне не звони, потому что если есть идиоты, то ты, наверное, среди таких находишься. Больше не звони, потому что все это полный бред. Дальше женщина приходит и говорит мне:
Я проходила курсы, но не у вас, у другого человека, и он мне открыл при помощи гипноза все сферы подсознания. И я теперь вижу будущее, прошлое. Я говорю, что вы видите будущее? Вот на этом месте, где мы стоим, будет находиться большой город, будут летать НЛО тарелки, здесь будет там еще что-то. Я говорю, а какой будет курс доллара завтра? Она говорит, нет, я могу видеть очень давно. Я видел, я знаю, что я была Нефертити, а потом я стала Нострадамусом, а потом я стала, сейчас я могу предсказывать будущее, вот здесь будет большой город, а на этом месте. Я говорю, не надо рассказывать мне чепуху вообще. Скажите, какой будет завтра курс доллара? Скажите, какой будет курс доллара? Я не знаю, значит вы не умеете видеть, поэтому не морочьте ни мне, ни себе голову. Идите лечитесь, пусть вам врач поможет закрыть то, что он открывал. Потому что, скорее всего, это у вас проблемы, которые связаны с психикой. И то, что вы видите, это иллюзорные картинки, которые не соответствуют ничему. Вы просто мечтаете, и ваши мечты создают такие иллюзии. Да. Но, вы знаете, это частое явление. Была такая женщина, которая говорит, видишь, кто здесь нарисован? Я говорю, а это кто? А это дети. А среди них никого невидимого не видишь? Я говорю, никого. Это ты, колдун, понял? Вот это приплыли. Но она сначала говорила на русском языке, а потом, когда начала уходить, ее накрыло, и она начала говорить на английском языке. Причем там такими там это выглядело где-то так, что вспомнила, то и сказала. То есть это выглядело так, who isn't you today, знаете? Помнишь это, Света, да? Ушла, вернулась, и who isn't you today? Это что такое вообще? А еще была женщина, которая пришла и сидит вот так. Я ей говорю, у вас такие заболевания, такие, надо вас полечить. Потом она говорит, я хочу вам позвонить, можно я вам позвоню? Я говорю, хорошо. После этого она мне звонит, говорит, Андрей Андреевич, я хочу вам назначить сегодня встречу в ресторане на 8 часов вечера. Я говорю, давайте на 6, потому что я в 6 заканчиваю, у меня между 6 и 7 есть время такое, я все равно буду продукты покупать. И я зайду в ресторан, но очень быстро, хорошо, хорошо. Женщина приходит, я ее даже не узнал, на голове кандибобер такой, знаете, это такой заворот волос такой, в который банку вставляют. И там губы накрашены, там очень красиво одета, ну, она очень взрослая, это между 80 и 100, знаете. Естественно, с прекрасными золотыми зубами, знаете. И когда она пришла, я говорю, в чем смысл встречи? Она говорит, мне очень неудобно, но я хочу вам о себе рассказать. Я бывший партработник, у меня много денег, есть имущество, я там очень хорошо себя чувствую по жизни, у меня очень высокая пенсия, аж целых 30 тысяч гривен, но это $1000. И говорит, у меня очень много золота, там всего в жизни. Я говорю, зачем вы мне это рассказываете? Хотите, я вас полечу, там, детям оставьте, зачем? Она говорит, нет, я детям не буду оставлять. Я хочу, Андрей Андреевич, чтобы вы стали моим любовником. О! Я говорю, думаю, сейчас откажу ей, умрет еще, знаете, расстроится. Нет, я ей сказал, помните, я говорил, всегда говорите, я подумаю, да. Я говорю, я подумаю, завтра вам скажу ответ, хорошо? После этого на следующий день она звонит в 11 утра, я ей отвечаю, говорит, здрасте, это вот вчерашняя там Алла Владимировна по вчерашнему вопросу. Ну что вы скажете, Андрей Андреевич? Я говорю, дело в том, что я живу в семье, и я вынес это на рассмотрение семьи, вот, и мы с женой общались. И она сказала, что наша семья против, поэтому извините. Наша семья против, мы, к сожалению, нам это не нужно, спасибо. А говорит, ну хорошо, я говорю, ну хорошо, знаете. Все остались, я ее не обидел, знаете, никому ничего не отказал. Она потом много раз приходила, лечилась, а потом, когда уходила, делала очень быстрый поворот головы и пускала мне воздушный поцелуй. Я говорил ей все время, не надо так сильно мотылять головой, в вашем возрасте это нехорошо. Там вообще у меня был период жизни, когда бабушки меня атаковали.
как в школе писали записки. Вот я сижу, собираю свои вещи. У меня очень сложный портфель. Я его сам еле научился открывать. Они туда умудрялись при мне. Вот я их принимаю, никто не уходит. Прихожу домой, у меня в портфеле 5 записок. У них там агентурные какие-то, агентурные подсадные утки, у них там конспирации и так далее. И там целые письма, там, ой, боже мой. И внизу там подпись, жду ответа, как поцелуй лето там или что-то. Думаю, совсем омолодились бабушки мои. Ужас какой. Так что я могу сказать, что было у меня время в моей жизни, когда я был таким же популярным, как Филипп Киркоров. И даже более того. Я могу сказать, что будь на моем месте кто-то другой, то, возможно, он был бы кем-то другим. Да, интересное было время. Я помню, в Запорожье, в Кировограде, так вообще еле сбежал, знаете. Я видел когда-то, как в метро бабушки торговали огурцами. И идет милиционер и говорит, здесь я не разрешаю вам торговать. И вот эта бабулька прямо с сидячего положения, как Брюс Ли. Как Брюс Ли. В подскоке ногой его завалила вообще. При этом она держала вот так эту кастрюлю с огурцами, знаете. Вот так вот выскочила горбатая и ногой прямо его так, тыщ. Он падает, и вторая его ведром с этим. И он такой начинает назад вот так отодвигаться, а та, которая была, говорит, не дай ему уйти. Честное слово. И все, и я вот 3 года ходил через вот этот переход, этот тоннель, и эти бабушки там сидят. Серьезно, она так побила этого мужчину, у меня был шок моральный. Я никогда не думал, что женщина вообще может так драться, знаете. Там, я вам говорю, Брюс Ли в кино меньше прыгал, чем она. Какая-то бешеная, знаете. Она так кричала, знаете, этот бедный милиционер, его надо было фотографировать. У него на лице было прикосновение ада, знаете. Он увидел свою загробную жизнь. Люди, которые шли на вокзал, у них был моральный шок. Они просто стояли, не могли поверить, что они это видят. Бабушки реально стоя аплодировали. Она такая старая была, я вам говорю. Но то, что она так ногу задрала, я думал, там вообще. Это ж юбка, эти огурцы, знаете, безумие какое-то, знаете. И на следующий день я очень злая. Сидит и говорит, сколько... 2 рубля. Вот она из злости такая, вы представляете. Она всех ненавидит там, сидит, всех ненавидит. А вторая такая же самая, это, знаете, мистер Холмс и доктор Ватсон, знаете. Одна бьет, вторая ведро схватила, бьет его, и это кричит, не дай ему уйти, не дай ему уйти.